Многие до сих пор вспоминают индийские фильмы как бесконечные мелодрамы с танцами, песнями и невероятными сценами драк. Но за последние годы Болливуд кардинально изменился. Современные режиссеры обращаются к реальным человеческим историям, снимают картины мирового уровня, а спецэффекты и актерская игра сегодня не уступают западным блокбастерам. Эти 7 фильмов стали символом новой эры индийского кино. Они трогают до слез, вдохновляют, заставляют задуматься и дарят сильнейшие эмоции. «Три идиота», 2009. Перед нами история о 3 друзьях, чья студенческая жизнь в инженерном колледже превращается в настоящую школу жизни. Ранчо, парень с нестандартным мышлением, не боится идти против системы и учит других искать смысл, а не оценки. Его философия «учись, чтобы знать, а не чтобы заработать» переворачивает мышление его друзей и миллионов зрителей. Картина сочетает тонкий юмор, драму и мотивацию. Это не просто фильм о дружбе, это история о свободе выбора и смелости быть собой. Фильм стал одной из самых кассовых работ в истории Болливуда, собрал десятки наград и получил статус культового. Дангал, 2016. Когда-то талантливый борец Махавир Сингх Бхогат мечтал о золоте для Индии, но из-за бедности вынужден был бросить спорт. Годы спустя он решает воплотить мечту через детей, только судьба посылает ему не сыновей, а 4 дочерей. Когда Махавир замечает силу и характер старших девочек, он решает обучить их борьбе, несмотря на насмешки и осуждение соседей. Тренировки становятся символом не только физической силы, но и борьбы с предрассудками. Фильм основан на реальной истории. Старшая дочь Гита Бхогат стала первой индийской женщиной, выигравшей золото на международных соревнованиях, а ее сестра Бабита последовала за ней. Это картина о стойкости, любви отца и силе духа, которая вдохновила целую нацию. Дангал вдохновил миллионы людей по всему миру, став символом того, что нет ничего невозможного, если в сердце живет цель. А Амир Хан в роли Махавира показал, что сила не только в мускулах, но и в любви, которая делает человека непобедимым. «Меня зовут Кхан», 2010. Резван Кхан – человек с синдромом Аспергера. Он умен, добр и честен, но его диагноз делает жизнь непростой. В США он встречает женщину своей мечты, Мандиру, и их счастье кажется безграничным. Но события 11 сентября навсегда меняют отношение общества к мусульманам. После трагедии жизнь героев рушится, а любовь подвергается испытанию. Резван решает пройти через всю Америку, чтобы доказать простую истину: «Меня зовут Кхан, и я не террорист». «Меня зовут Кхан» был показан на Берлинском кинофестивале, где зал аплодировал стоя. Но его главное признание в сердцах зрителей, для которых этот фильм стал напоминанием. Добро не знает ни религии, ни цвета кожи, ни границ. «Рядом ревет революция», 2022. Эта грандиозная историческая драма переносит зрителя в Индию 1920-х годов. 2 мужчин, Рама, офицер британской армии, и Пхим, защитник своего народа, встречаются, не зная, что судьба сделала их врагами. Их дружба становится центром фильма, а сцены сражений и эмоций – настоящим взрывом на экране. Фильм снят с масштабом, которого Болливуд еще не знал, роскошные декорации, эпические баталии и саундтрек, получивший Оскар за песню «Наатту Наатту». Это не просто блокбастер, это символ индийской гордости и силы духа. Фильм стал мировым феноменом, покорив критиков и зрителей на всех континентах. Но самое главное, он напомнил, что революция начинается не на улицах, а в душе каждого человека, который решает не молчать. Пикей, 2014. Что, если бы человек взглянул на Землю глазами инопланетянина? Пикей прилетает на нашу планету, чтобы изучить людей, но теряет устройство, без которого не может вернуться домой. Пытаясь разобраться в странных законах, религиях и обычаях, он задает простые вопросы, на которые люди не всегда могут ответить. Фильм наполнен юмором и философией. Он заставляет задуматься о вере, человечности и абсурде предрассудков. Главные роли исполнили Аамир Хан и Анушка Шарма, а картина собрала более $112 миллионов в мировом прокате, став одним из самых кассовых фильмов Индии.
Пикей учит смотреть на мир иначе, с удивлением, добротой и открытым сердцем. Тайная суперзвезда, 2017. Тайная суперзвезда – это история о силе мечты, которая сильнее страха и преград. Инсия – 14-летняя девочка, растущая в строгой и консервативной семье. Ее любовь – музыка, а ее голос – настоящий дар, способный покорить сердце. Но отец категорически против того, чтобы дочь шла по пути сцены. Не сдаваясь, Инсия находит способ выразить себя. Она записывает свое исполнение тайком и выкладывает видео в интернет, скрывая лицо. Этот один маленький шаг меняет ее жизнь и жизнь всех вокруг. Фильм показывает, как мечта, вера в себя и маленькая смелость могут перевернуть целый мир. Сборы картины превысили $154 миллиона при бюджете всего в $2,3 миллиона, что делает ее одной из самых прибыльных и вдохновляющих историй современного индийского кино. Я – препод, 2018. Наина Матур страдает синдромом Туретта. Ее мечта – преподавать, но из-за тиков никто не берет ее на работу. Когда, наконец, ей удается устроиться в престижную школу, она получает класс из самых трудных учеников. Но вместо того, чтобы сдаться, Наина видит в каждом ребенке потенциал. Она превращает насмешки в уважение, а недоверие – в веру. Фильм учит принимать себя и других, напоминая, что настоящий учитель способен изменить не только учеников, но и весь мир вокруг. Современное индийское кино – это уже не просто песни и драмы. Это истории о любви, вере, мужестве, силе духа и мечте. Эти 7 фильмов доказывают, что Болливуд давно поднялся на новый уровень. Здесь каждая эмоция настоящая, каждая история трогает душу, а каждая деталь заставляет нас чувствовать. Наше видео подходит к концу, но магия индийского кино только начинается. А теперь расскажите в комментариях, какой из этих фильмов впечатлил вас больше всего и почему. Возможно, именно ваша история вдохновит кого-то нажать play и открыть для себя новый Болливуд. Не забудьте подписаться, впереди еще много историй, которые вдохновляют.